прокомментируете выступление президента? Был сделан акцент на необходимость чиновникам отказаться от, и не только чиновникам, но и депутатам обеих палат Федерального собрания отказаться от собственности за рубежом. И контроль над не только доходами, но и расходами. Президент, в общем, выразил то отношение, которое сформулировано в стратегии национальной выработанной, а именно он сказал, что это цивилизация, которая скрепляется русской культурой, русским языком, но это единая цивилизация, которая не этническими скрепами ценна, что это единая культура. И невозможно никакое выделение на этой территории каких-то отдельных сегментов со своей юрисдикцией. И, на мой взгляд, это достаточно важно. По поводу внешней политики он сделал упор на таможенный союз, сказал о месте России в мире, о том, что наш путь – это демократия, но это демократия, которую никто не может нам навязывать. Здесь чего-то остро нового не было. Президент здесь обратил внимание на те вещи, которые, в общем, уже достаточно известны. Та программа, которая предвыборная была, она уже внедрена, она внедряется. Сегодня в послании озвучены те вещи, которые реально уже выполняются на территориях, на субъектах Российской, в целом в Российской Федерации. И затронуты все сферы деятельности и хорошие установки на будущее, на то, чтобы особенно нам, руководительным субъектам, установки к действию на будущее. Упор сделан на образование, на здравоохранение. И, конечно, строительство жилья для тех, кто живет в ветхих домах. То есть все сферы, все слои затронуты, и по налогам, и по внешнему политику, и по внутреннему политику. Все сказано, осталось только делать, выполнять. Ну и по национальной политике довольно серьезный раздел уделен на национальную политику. И особо указано, что национальная политика, конечно, должны больше работать лидеры, руководители, субъектов Российской Федерации. И здесь в масштабах того, что сегодня делается, в том числе и отдельное управление при президенте создано по национальной политике, я думаю, что будет хороший задел. Очень содержательное и очень глубокое выступление президента. Я уже как-то говорил, что Путин меняется. Я внимательно слушал его выступление, и на меня произвело огромное впечатление два, наверное, основных таких обстоятельств. Первое, понятно, что сформировав задачи, решение пути этих задач в своих статьях в начале года, Путин последовательно обеспечивает их выполнение. Он сегодня еще раз это сделал. При этом Путин выполняет роль, о которой, кстати, говорили на встрече доверенные лица. Обращаясь к вам, я не могу об этом не сказать. Многих из наших граждан беспокоит, что в информационном поле очень много насилия, жестокости. И вас это тоже беспокоит. Здесь нет простых решений. И запретами здесь не обойтись. И Путин последовательно эту ситуацию удерживает. Но при этом он сам, как президент, он как раз проводит позитивную составляющую. И вот на этом я хотел бы остановить внимание. Первое. Сказано то, что, наверное, сдали очень и очень многие. Дело в том, что за период, который постсоветский период проходит Россия, так получилось, что значительная часть людей, сумевших в это сложное, непростое, рыночных отношениях, и о чем говорил Путин, отсутствие морали в значительной степени, мы утратили ее, и дорогой ценой за это платим сегодня, той советской, не успев заменить на другую. Так вот, в этих условиях значительная часть успешных людей, видя, насколько все непросто в стране, начали связывать свое будущее за границей. Перемещать туда капиталы, учить там детей, лечиться, связывать себя с тем. Здесь, да, получать прибыли, тратить их там. При таком подходе создать конкурентную систему образования, лечения, инфраструктуру дорог и прочее невозможно. И вот сегодня Путин поднял эту проблему, о которой знают все и думали все. И он сегодня предложил пути решения этой проблемы, правовые пути решения. Он говорил о том, что вопрос, помните, шокировал многих. Недвижимость за границей, счета за границей, акции за границей. Он говорил о том, что тот, кто служит России,
тот, кто участвует в процессе исполнительной власти, законодательной власти, он должен занять свою позицию. Он должен служить России, он должен служить своему народу и создавать для этого условия. Это очень важный момент. Вот я думаю, это очень важно. Ну и еще один момент, тоже очень важный, как мне кажется, что в этих условиях сформировалась и своеобразная элита, своеобразный креативный класс, о чем он тоже сегодня говорил. Это очень важно. Сформировалась ваша повестка дня, ваш взгляд на вещи, он тоже присутствует. И вот он говорил как раз об этом, что вот новый подход предполагает, и те меры, о которых говорили сегодня, и он говорил, предполагает формирование нового креативного класса, который во многом определяется понятием, близким для русского языка, интеллигенция. Вот я понимаю, очень мало времени, но мне кажется, ему это удалось. И я уверен, что вот эти вот подходы, они вызовут то, на что он и рассчитывает. То, что наша молодежь, которая сегодня как никогда много в пропорции нашего населения, реализует себя. И значит, мы будем иметь очень хорошую перспективу. А условия для этого он сегодня обозначил. Проблема коррупции стоит исключительно остро, и она требует решения. В противном случае государственный организм неэффективен. Каким образом можно решить задачу развития своего станкостроения, авиации и так далее, если в бюджете, который уже принят, сократили ассигнования на развитие экономики с 3,3% от ВВП до 2%? Каким образом можно обеспечить себя нормальным продовольствием, если всего 1% средств от бюджета выделяется на сельское хозяйство и агропромышленный комплекс? Все в мире знают, что надо минимум выделять 10%. Каким образом можно воспитать гражданина и патриота, если протаскивать закон Фурсенко, в котором не было слова «воспитание», в котором не было русского языка и литературы, физики, математики в качестве базовых предметов? Лишь после того, как раскритиковали, там что-то появилось. Каким образом можно организовать честное политическое соперничество, если, говорят, завтра будет 200 партий? Ну и что? Их в мире известно 3-4 крупных политических течения, вокруг них идет политическая борьба, а это все от лукавого, создадут 200 партий, ну и что, по 10 секунд каждому, если равное представительство семьи, и на этом все закончится, и опять сыпят все в одну урну, как в Мордовии по имени Единая Россия, и на этом закончится соперничество. Поэтому, ставя верные задачи и посылы, надо отрабатывать механизм, создавать команду, которая в состоянии это делать, жестко бороться с коррупцией, и обеспечивать переход на все участки талантливых людей, а не своих земляков и подчиненных. Я удовлетворен тем, что впервые под этими стенами прозвучало слово «русский». И ни в одном послании я раньше не слышал. Озаботенность о русском языке, о русской культуре, о единой нашей истории, о том, что русский народ собрал под свои знамена 190 языков и народностей. Вот, и сегодня все чувствуют, что дальнейшее вымирание русских на наших просторах обернется огромной бедой. Поэтому демографическая проблема тоже остро стояла. Но я не вижу механизмов, финансов, с помощью которых можно решить все эти задачи.